Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео мы с вами будем делать магниты в форме топиариев. Знаете, очень часто именно подписчики наталкивают на создание чего-то нового. Это видео именно на эту тему. Наверное, сама бы я, мне кажется, что я не приступила бы делать такие магниты. Как-то я никогда не делала магниты. А тут мне пришла посылка от моей подписчицы, в которой были очень классные деревянные заготовки для таких магнитов. Магниты в форме топиария. Я их обрисовала, и в описании к этому видео я вам оставлю ссылку на шаблон. Их можно делать не только из покупных заготовок, но и вырезать саму форму из плотного картона. Поэтому ссылка будет в описании к этому видео. Переходите и смотрите. Ну а теперь не буду слишком долго тянуть. Приступаем к работе. Вот такие у меня заготовки. У меня 4 больших и 5 маленьких. Точнее, уже 5, потому что одну заготовку дочка у меня забрала. Да, я их обрисовала, и шаблон оставлю в описании к этому видео. Можно такие заготовки делать из плотного картона. Для того, чтобы обратная сторона у меня тоже была красивая, я ее просто затонирую. Тонирую я лазурью, можно использовать морилку или покрасить совершенно в любой цвет. Итак, я буду делать со всеми заготовками. А вот тут должен быть зеленым. Это зеленым. Что ты на видео показываешь? Это должно быть зеленым. Ну, темно можно сделать. Это обратная сторона. Они будут вот так. Я буду здесь делать. А это с обратной стороны, чтобы оно было тоже красиво. Зеленая, темно-зеленая, коричневая. Зеленая, но у меня же все-таки ствол своего дерева будет белый. Мне хочется сделать главный акцент именно на макушку своего дерева и нижнюю часть сделать простой. Поэтому я крашу белой акриловой краской. И вот пока у меня все высыхало, я потихоньку работала, и 2 таких топиария я уже сделала. Использовать можно в этой работе совершенно все, что у вас есть. Я залезла в свои коробочки, нашла материалы, подобрала по цвету, и также природные материалы, куда же я без них. Главный акцент у меня это цветочки. Такие цветочки можно купить на Алиэкспресс, в цветочных магазинах, где продаются именно искусственные цветы. Они есть разнообразного цвета. Сделаны они из ткани. Очень красиво смотрятся в работах. Я когда-то из них делала уже веночки для волос, поэтому оставлю ссылку в описании. И начинаю приклеивать. Приклеиваю цветочек. Я делала так, чтобы все мои магниты немножко отличались, и цветочки располагала совершенно в разных местах. Также пластиковые листики. Они у меня длинные, поэтому я приклеивала их таким образом, чтобы они выходили за края. Главный акцент приклеен, листики есть, и начинаю заполнять все природным материалом. Я старалась их выбирать поменьше размером, так как все-таки дерево наше маленькое, и большие материалы будут смотреться не очень красиво. Да, вы спрашиваете постоянно у меня, где купить природные материалы. В основном я их не покупаю, я их заготавливаю сама. И вот таким образом постепенно я заполняю все пустые пространства, использую также заполнение и мох, который очень хорошо смотрится в маленьких работах.
В работе я стараюсь приклеивать все таким образом, чтобы обратная сторона тоже была красивая и клей туда не выступал. Но и самое важное, то что я давно не использовала в своих работах, это маленькие почки от вербы. Хотя мы называем эти веточки котиками. И вот эти маленькие котики я также вставляю в свои работы. Смотрится очень здорово. Они хранятся очень много лет, и с ними ничего не случается, они остаются такими же пушистыми. Добавляем снега, так как все-таки мне хочется, чтобы хоть чуть-чуть мои работы были зимними. Я добавляю снега белой акриловой краской. И затем я пшикала еще совсем чуть-чуть сверху снегом. Но это совсем чуть-чуть. Если вы делаете краской, не обязательно использовать снег. Вот, моя макушка готова. Теперь я буду декорировать сам горшочек. Кстати, для ствола своего топиария многие используют ленточки, джутовую веревку и обматывают. Но, как я сказала, мне хочется сделать минимум декора снизу, поэтому я оставляю свою ножку белого цвета и снизу я приклеиваю толстую джутовую веревку. Ее можно купить в строительных магазинах. Аккуратненько все подклеиваю, чтобы клея не было видно. А если видно, все срезайте. Мне же очень хочется, чтобы с обратной стороны не было никакого лишнего декора, поэтому я приклеиваю только сверху. Все хорошо закрепляем и срезаю лишнее. Ну что, наше дерево, наш магнит в принципе готов, но не хватает магнита. Когда-то давным-давно я покупала вот такой магнит, он на самоклеющейся основе, но клеит он не так хорошо, конечно, только за счет того, что я, наверное, испортила, потому что бумажку с обратной стороны я отклеила и приклеила на файл. Я отрезаю нужный мне кусочек и приклеиваю на каждое свое дерево. Но в дальнейшем я все-таки сняла магниты и приклеила их еще и на горячий клей для надежности. И вот таким образом выглядят все мои магниты. Мне очень нравится результат. Я не ожидала, что мне понравится с ними так работать. И знаете, иногда стоит попробовать что-то новое. Я вам обязательно покажу, что еще интересного было именно в той посылке, но немного позже. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube, Instagram, Telegram, группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. И до новых встреч. Пока-пока!